спрос на диких ручных животных растет, отчасти под влиянием видео из интернета, которые показывают, насколько они очаровательны. В некоторых случаях владельцы размещают видео с дикими животными, находящимися на их попечении, нянча их словно они полностью одомашнены. Конечно, есть причины, по которым диких животных не стоит держать как домашних. Ни одно из них не одомашнено. Они эволюционировали, чтобы жить в своей естественной среде, а не в человеческом жилище. А торговля экзотическими животными известна своим жестоким обращением и часто подпитывает браконьерство. Тем не менее, некоторых диких животных не стоит содержать как домашних. Красная панда. Хотя она выглядит миловидной, стоит вам только прижаться, как она может выпустить едкий запах из своей анальной железы, достаточно резкий, чтобы отпугнуть хищника. У них кошачьи когти, которые могут разорвать вашу мебель и, возможно, даже вас, если нападут. И они метят свою территорию, как это делают многие млекопитающие, так что это действительно будет вонючий беспорядок в вашем доме. Они также проводят большую часть своего времени на деревьях, в дождливых высокогорных лесах в Центральном Китае, Непале и Северном Мьянме, в условиях, которые, очевидно, трудно воссоздать. Ленивец. Ленивец, который чувствует угрозу, может и будет использовать свои острые когти и зубы, чтобы защитить себя. Эти животные также не особо социальны. Вне спаривания и воспитания молодых, ленивцы ведут уединенную жизнь. Ленивцы – это хрупкие животные. Постоянное прикосновение людей может нанести им серьезный психологический урон, говорит Кассандра, глава отдела экзотических животных в некоммерческой всемирной службе защиты животных. Ленивцы также очень чувствительны к изменениям температуры. Чтобы ленивец был здоровым, его следует содержать в условиях от 27 до 30 градусов по Цельсию с влажностью 80%. Сахарная сумчатая летяга. Это животное является одним из самых популярных экзотических домашних животных, отчасти потому, что часто разводится в неволе. Законно владеть этим животным можно в Великобритании и некоторых штатах США и Австралии. Но такие группы по защите прав животных, как люди за этическое обращение с животными, продолжают призывать к международному запрету. Животные, которые родом из Австралии и близлежащих островов, очень социальны и живут в больших семейных группах. Как следует из их названия, эти животные могут парить от дерева к дереву, натягивая паутину кожи, которая простирается между передними и задними конечностями. Но у них острые когти, которые помогают им подниматься по деревьям и цепляться за них при приземлении. Несмотря на то, что длина этих когтей около сантиметра, они могут сделать животное неудобным и даже болезненным для людей, которым приходится работать без перчаток. Люди иногда подстригают их когти, но процедура сложная. Один легкий просчет может стоить им кончика пальца. Животные также ведут ночной образ жизни и известны громкой вокализацией. И достигая в длину до 15 см, они могут легко исчезнуть или сбежать. Лиса феник. Встречаемая в пустынях Северной Африки и на Ближнем Востоке, лиса феник – самая маленькая лиса в мире. Тело покрыто толстым слоем кремового меха, который отводит тепло в течение дня и согревает ночью. Феник – это опытные рыхлители, живущие в подземных норах, которые не делят с другими особями. Используя свои лопаточные лапы, феник может проделать туннели длиной до 10 метров. Их моча пахнет как брызги скунса, и не могут испускать отвратительный аромат из своей анальной железы, если не почувствуют угрозу. Несмотря на десятилетия разведения в неволе, они все еще не одомашнены, и их трудно обучать. Таким образом, они могут легко сбежать или создать вонючий беспорядок. Медленный лори – это ночные приматы, населяющие тропические леса в Юго-Восточной Азии. В начале 200-х видеоролики о медленных лори, которых щекотали и кормили рисовыми шариками, послужили интернет-шумихой, что вызвало рост спроса на них в качестве домашних животных. Многие из людей не знали, что медленные лори – это единственный в мире ядовитый примат. У них ядовитые железы в изгибе их рук. Когда медленный лори чувствует угрозу, он будет лизать эти железы, чтобы покрыть ядом свои иглоподобные зубы. Хотя реакция на этот яд обычно умеренная, но яд может быть опасен для жизни тех, кто склонен к анафилаксии. Капибара – это крупнейшие в мире грызуны, вес которых превышает 45 кг, и у них толстые, похожие на бобра зубы, которые могут с легкостью ломать палки.
Эти полуводные животные, встречаемые в Южной Америке, имеют репутацию равнодушных, подстегиваемых вирусными фотографиями с животными, такими как птицы, обезьяны и даже козами, сидящими сверху, казалось бы, безразличных капибар. Но заботиться об этих животных совсем непросто. Как и их сородичи, морские свинки, они являются социальными и должны жить среди своего собственного вида, чтобы быть счастливыми. Капибары живут в стадах от 10 до 20 особей и придерживаются строгой социальной иерархии. И хотя они не часто кусают людей, но у них большие зубы могут нанести серьезную травму. Кроме того, они виртуозные мастера побега. В 1995 году 5 капибар сбежали из объекта дикой природы недалеко от Гейнсвилла, штат Флорида. Им удалось уклониться от властей, и в результате сегодня десятки их потомков бродят по местному пейзажу. Тигр. Совершенно законно владеть тигром в Великобритании и нескольких штатах США, но это не очень хорошая идея. С одной стороны, они очень опасны, чем другие экзотические животные. Красная панда может поцарапать вас, тигр может вас убить. За последние десятилетия в результате нацеленного нападения тигры убили больше людей, чем любое другое млекопитающее. Люди часто приобретают тигров детенышами и пытаются отдать их в зоопарк, когда они становятся слишком большими. В возрасте 6 месяцев большинство тигрят уже весит больше 45 кг. Суматранские тигры, самый маленький подвид, могут вырастать до 120 кг, в то время как сибирские тигры могут весить в 3 раза больше. Тем не менее, в настоящее время в Соединенных Штатах в неволе живет больше тигров, чем в дикой природе. Лемур. Лемуры – это ужасные домашние животные, говорит Кэти Уильямс, куратор Центра герцогов лемуров. Как только лемуры вырастают, они совсем не милые. На самом деле они могут быть очень опасными. Когда лемуры достигают половой зрелости, обычно в возрасте от 2 до 3 лет, они начинают проявлять агрессивное поведение, такое как преследование и кусание. У лемуров есть маленькие, но исключительно острые клыки, которые могут легко проколоть человеческую плоть, говорит Уильямс. Я не могу сказать вам, сколько именно звонков мы получили от людей, которые сообщали, что их милый маленький лемур, которого они приобрели в интернете, стал агрессивным, и они больше не хотят его содержать. Они также не могут быть приучены к горшку, и вступление в контакт с их фекалиями может подвергать людей воздействию широкого спектра патогенных микроорганизмов, включая те, которые связаны с анкилостомами, лосоглавами, кишечной лямблией и сальмонеллой. Они также могут метить свою территорию выделениями железы, которую Уильямс называет едкой. Луговая собачка. Эти очень социальные грызуны носят мягкий мех цвета кешью и, как известно, обнимают и даже целуют других членов своей семейной группы. В дикой природе луговые собачки живут в больших колониях или поселениях, которые могут занимать сотни акров и объединять более 2 десятков семейных групп. Таким образом, они требуют большого внимания и присутствия других луговых собачек и могут стать агрессивными, если этим пренебречь. Конечно, их подземную среду обитания трудно воссоздать в домашних условиях. Большинство людей держат луговых собачек в проволочных клетках, что вызывает стресс и не позволяет им копать землю. Несмотря на то, что на большей части западного мира владеть луговыми собачками законно, это довольно непрактично и несправедливо по отношению к животным. Восточная бескоготная выдра. Они очень социальны и живут в больших семейных группах. За последние 2 десятилетия спрос на живых маленьких бескоготных выдр и родственных видов резко возрос. В Японии, где владение выдрой является наиболее распространенным, их в качестве домашних питомцев можно найти в кафе, на телевидении и в домах влиятельных лиц. Николь Даплей, которая возглавляет группу специалистов МСОП по выдрам, недавно сообщила National Geographic, что выдры, содержащиеся в неволе, сеют хаос и могут быть агрессивными, когда они не получают того, чего хотят. Специализированная группа МСОП по выдрам предупреждает парки о том, что даже маленькие выдры могут прокусить резиновые сапоги и перчатки. Кроме того, они метят свою территорию мочой, фекалиями и маслянистыми выделениями из анальных желез. Другими словами, они не будут хорошими домашними животными. На этом заканчивается наш список из 10 животных, которых не стоит заводить в качестве домашних. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока!